Атмосфера на свадьбе Ким Убина и Шин Мина была элегантной, приватной и тщательно сдержанной, до тех пор, пока неожиданное появление не перевернуло все с ног на голову. Ким Тэхён из BTS был тихо введен в зал, но тишина стала немыслимой в тот момент, когда камеры запечатлели даже мимолетный взгляд на него. Через несколько минут социальные сети взорвались не из-за хаоса, а из-за того, что символизировало его присутствие. Это был не просто знаменитость на свадьбе. Это был Тэхён, появившийся в момент, когда каждое его движение, казалось, тщательно отслеживалось. Последствия сделали момент еще более напряженным. Почти одновременно начали распространяться тонкие сигналы от HYBE, ничего прямого, ничего громкого, но безошибочно. Резкий по тону. Никакого официального заявления, никаких явных разъяснений, только тщательно выверенные действия и молчание, которые многие истолковали как преднамеренное. В мире К-поп молчание редко бывает пустым, и фанаты быстро поняли намек. Само появление Тэхёна породило множество теорий, было ли это напоминанием, установлением границы или сообщением, предназначенным только для тех, кто внимательно следит за происходящим. А затем, неизбежно, внимание переключилось на Чингука. Пока Тэхён был в трендах из-за своего появления, имя Чингука поднималось рядом с ним. Не из-за того, что он сказал, а из-за того, что он не сказал. Его тихое присутствие в сети, отсутствие реакции только подпитывали предположения. В ночь, призванную праздновать любовь, одно короткое появление развернулось в многослойную историю, включающую дружбу, корпоративные сигналы и невысказанное напряжение, оставив ARMY в недоумении. Какая история еще не рассказана? Ответ HYBE, или то, что многие восприняли как ответ, не был представлен в форме пресс-релиза или броского заголовка. Вместо этого это проявилось благодаря своевременности, молчанию и тщательно поддерживаемой дистанции. В индустрии, где каждый шаг тщательно спланирован, такая сдержанность часто говорит громче слов. Фанаты заметили, как быстро изменилась ситуация, как некоторые дискуссии затихли, в то время как другие незаметно переключились на другие темы. Для кого-то это было тихое напоминание о контроле. Для других – взвешенное предупреждение, завуалированное профессиональной оболочкой. В то время как появление Тэхёна продолжало доминировать в обсуждениях, имя Чингука оставалось в центре внимания. Несмотря на его отсутствие на сцене, его молчание стало полем для интерпретаций. Было ли это уважение к частной жизни? Солидарность? Или просто личный выбор, усиленный ожиданиями публики? В такие моменты тихое поведение Чингука часто приобретает неожиданный вес, позволяя спекуляциям разгуляться именно потому, что ничего не подтверждено и не опровергнуто. Ситуация стала еще более захватывающей из-за контраста. Частное торжество превратилось в публичную дискуссию о границах, автономии и влиянии. Тэхён молчал. Чингук не реагировал. HYBE не стали вдаваться в подробности. И все же вместе эти отсутствия сформировали необычайно трогательную историю. Она подчеркнула тонкий баланс между личными отношениями и корпоративным присутствием, особенно когда речь идет о мировых звездах. В конечном итоге, свадьба Ким Убина и Шин Мин осталась моментом любви и праздника. Но ее последствия вышли далеко за пределы места проведения. Краткое появление Тэхёна, молчание Чингука и кажущаяся сдержанность HYBE сформировали повествование, которое продолжает разворачиваться в сети. Были ли эти моменты преднамеренными или случайными? Одно можно сказать наверняка: во вселенной BTS даже самые тихие ночи могут оставить отголоски, которые длятся днями. По мере развития разговора давние поклонники BTS начали замечать знакомую закономерность. Эти моменты, когда видимость
встречается с молчанием, часто предшествует изменениям в повествовании, а не немедленным объяснением. Подход HYBE казался преднамеренным, почти стратегическим, позволяя вниманию нарастать без дальнейшего его усиления. Эта пассивная позиция допускала интерпретации. При сохранении возможности правдоподобного отрицания – баланс, который компания оттачивала годами. Для ARMY внимание было сосредоточено не только на том, что произошло, но и на том, когда это произошло. Время появления Тэхёна в сочетании с внезапной сдержанностью в окружающих дискуссиях казалось слишком точным, чтобы его игнорировать. Фанаты анализировали хронологию событий. Прошлые интервью и тонкие изменения в поведении, ища связи, которые могли бы объяснить значимость одного публичного появления. В отсутствие подтверждения. Анализ стал единственным доступным языком. Чингук тем временем оставался центральной фигурой в разговоре, не делая ни единого шуга. Его постоянное, молчаливое присутствие усиливало чувство эмоционального напряжения, реального или воображаемого, среди фанатов. В группе, известной своей открытостью и сплоченностью, молчание может казаться необычайно громким. Каждый час без ответа, казалось, усиливал интригу, а не успокаивал ее. Результатом стал не столько скандал, сколько отражение уникальной экосистемы, окружающей BTS. Личная жизнь, профессиональные структуры и общественные ожидания сосуществуют в хрупком равновесии. Одного появления на частном мероприятии было достаточно, чтобы продемонстрировать, насколько взаимосвязаны эти элементы и как быстро. Даже самые незначительные жесты могут быть наполнены смыслом. По мере того, как ажиотаж постепенно спадает, остаются вопросы без ответа. Была ли сдержанность HYBE комментарием или просто обычным делом? Было ли молчание Чингука преднамеренным или случайным? И предвидел ли Тэхён тот резонанс, который вызовет его присутствие? Окончательных ответов пока нет, лишь напоминание о том, что в этом мире каждый тихий момент может сказать многое. Интересно, что дискуссия постепенно вышла за рамки самой свадьбы и переросла в более широкий разговор о свободе и имидже. Фанаты начали задаваться вопросом, сколько места на самом деле есть у мировых айдолов вне их профессиональной идентичности. Появление Тэхёна казалось естественным и человечным, однако реакция на него подчеркнула, как даже самые личные решения могут стать символическими под постоянным пристальным вниманием общественности. В этом контексте позиция HYBE приобрела более острый характер. Не вмешиваясь напрямую, компания позволила истории развиваться естественным образом, одновременно тонко укрепляя границы, которые она всегда поддерживала. Для некоторых эта сдержанность показалась холодной, для других это была преднамеренная форма авторитета, не требующая громких заявлений, чтобы это почувствовать. Роль Чингука в разворачивающейся истории оставалась тихой и сильной. Его постоянное молчание контрастировало с окружающим шумом, создавая эмоциональный контрапункт, который фанаты не могли игнорировать. Во многом его неподвижность служила балансом, напоминая наблюдателям, что не каждый момент требует реакции и что иногда само сдерживание является формой самовыражения. С каждым днем интенсивность спекуляций постепенно утихала, уступая место размышлениям. Оставались не возмущение или конфликт, а любопытство. Фанаты требовали не столько ответов, сколько признания сложности жизни под пристальным вниманием общественности. Инцидент перестал быть просто драмой и стал больше понимание тонких взаимоотношений между артистами, их агентствами и их аудиторией. В конечном итоге, эта глава запомнится не тем, что было сказано, а тем, что осталось невысказанным. Свадьба, тихое прибытие, молчание компании и сдержанность артиста слились в момент,
который раскрыл больше через отсутствие, чем через действие. И, как всегда в мире BTS, даже молчание может рассказать историю, которая продолжает разворачиваться. Еще долго после того, как камеры исчезли. Оглядываясь назад, именно. Его тонкость сделала этот момент таким глубоко резонансным. Не было повышенных голосов, публичных споров. Заголовков, подпитываемых прямыми цитатами. Вместо этого все разворачивалось в промежутках. Между действиями, паузах, времени, сдержанности. Для многих фанатов эта тихая сложность ощущалась сильнее, чем любое открытое заявление. Наблюдатели также отметили, как быстро фандом перешел от реакции к самоанализу. Вместо того, чтобы стать источником разногласий. Дискуссии начали склоняться к сопереживанию, как артистам, борющимся с личными проблемами, так и системам, определяющим глобальные ожидания. Кратковременное появление Тэхёна стало зеркалом, отражающим, насколько глубоко аудитория была вовлечена в каждый нюанс пути BTS. Роль HYBE, будь то преднамеренная или случайная, оставалась центральной. Момент в этом размышлении. Сдержанная дистанция компании подкрепляла идею о том, что не все влияние очевидно. Иногда структура ощущается сильнее всего, когда она решает не вмешиваться, позволяя моментам проходить, формируя при этом обстановку. Чингук в очередной раз выступил в роли тихого якоря в повествовании. Без единого публичного жеста его присутствие ощущалось в разговоре, доказательство того, что эмоциональное воздействие не всегда исходит от действий. Для фанатов его молчание не было ни пустым, ни пренебрежительным, оно было просто человечным и, возможно, именно это сделало его таким захватывающим. Эта история, оставаясь в памяти, оставляет больше прозрений, чем ответов. Частное празднование ненадолго пересеклось общественным любопытством, показав, насколько многогранной и хрупкой может быть слава. И на этом пересечении Тэхён, Чингук и HYBE сыграли свою роль не заявлениями, а мощным языком сдержанности, напоминая всем, что иногда самые сильные истории рассказываются без единого произнесенного слова. Что остается поразительным, так это как один мимолетный момент сумел возобновить давние разговоры о свободе воли и индивидуальности в системе айдолов. Спокойное, сдержанное поведение Тэхёна контрастировало с масштабом вызванной им реакции, подчеркивая напряжение между личным выбором и общественными ожиданиями, которое сопровождало BTS на протяжении всей их карьеры. Для многих фанатов речь шла не о поиске виновных или конфликте, а скорее о понимании контекста. Отсутствие разъяснений со стороны HYBE в сочетании со спокойным самообладанием Чингука создали пространство для размышлений, а не для возмущения. Это позволило ARMY отступить назад и задуматься о том, как нарративы часто строятся не только на фактах, но и на эмоциях, времени и коллективной интерпретации. В этом смысле свадьба стала чем-то большим, чем просто светским событием, она стала символической паузой в быстро меняющемся мире к-поп. Напоминанием о том, что даже мировые суперзвезды существуют в моменты, которые не предназначены для потребления, анализа или монетизации. Однако, оказавшись на виду у публики, эти моменты неизбежно приобретают значение, выходящее далеко за рамки их первоначального замысла. По мере того, как разговоры постепенно исчезали из списков трендов, оставалось более глубокое понимание того, насколько тщательно контролировался каждый шаг. Тэхён снова замолчал, Чингук продолжил движение. Без комментариев, а HYBE сохранили дистанцию. История закончилась не разрешением конфликта, а принятием того факта, что не все главы нуждаются в завершении, чтобы быть значимыми. В конечном итоге, этот эпизод тихо подтвердил, почему BTS продолжают очаровывать мир. Не из-за
зрелища или спора, а из-за человечности, вплетенной в их историю. Тихий выход, сдержанное молчание и размеренная реакция напомнили фанатам, что иногда самые сильные моменты – это те, которые заставляют нас слушать не слова, а то, что находится между ними. Оглядываясь назад, становится ясно, что интенсивность реакции говорила столько же об аудитории, сколько и о самом моменте. Годы эмоционального вовлечения научили фанатов замечать сдвиги, паузы и закономерности, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными. В этом случае коллективное осознание превратило тихое присутствие в центр обсуждения смысла, намерения и присутствия. Разворачивающаяся ситуация также отражала невысказанную зрелость. Вместо того, чтобы перерасти в спор, повествование оставалось в подвешенном состоянии, удерживаемое вместе взаимной сдержанностью. Со всех сторон. Тэхён не перехватывал внимание, Чингук не перенаправлял его. И HYBE не спешили его контролировать. Это общее молчание говорило об уверенности в том, что срочных объяснений не требуется. Для новых поклонников этот момент послужил уроком того, как истории BTS часто развиваются за пределами поверхностного. Не все происходит мгновенно, и не все нужно решать публично. Для давних ARMY это было знакомо, напоминание о том, что история группы полна тихих переходов, смысл которых раскрывается лишь гораздо позже. Со временем этот эпизод, вероятно, сольется с более широкой мозаикой пути BTS, одним небольшим, но показательным фрагментом среди многих. Возможно, он не определяет эпоху, но добавляет текстуру к продолжающейся истории, демонстрируя, как присутствие, отсутствие и сдержанность могут сосуществовать, не уменьшая своего влияния. И поэтому момент остается там, где начался, сдержанный, незавершенный, но бесспорно резонансный. Брачная ночь, короткое появление, приглушенное молчание. Никаких заявлений не было, никаких границ не было нарушено, и все же эхо остается. В мире, который часто требует постоянных объяснений, эта история служит тихим напоминанием о том, что иногда смысл наиболее ясен в том, что просто позволено быть. Что в конечном итоге отличает этот момент от бесчисленных других, так это то, как естественно он угас, не перерастая в отрицание или утверждение. Не было попыток переписать повествование, не было резкого переключения, чтобы отвлечь. Вместо этого история разворачивалась в реальном времени, наполняя ее чувством подлинности, редко сохраняющимся в современном гиперреактивном медиацикле. Во многом эта сдержанность отражала эволюцию самих BTS. Будучи артистами, выросшими под неустанным пристальным вниманием, они научились, когда нужно говорить, а когда молчать. Спокойная уверенность Тэхёна, сдержанное молчание Чингука и сдержанная отстраненность HYBE – все это отражало зрелость, сформированную опытом, а не импульсом. Фанаты тоже, казалось, развивались вместе с моментом. Первоначальное любопытство сменилось пониманием, а предположение – принятием. Разговор перешел от «что это значит?», «почему это так важно для нас?», вопросу, который раскрыл эмоциональную связь, лежащую в основе фандома. Возможно, именно поэтому эпизод длился дольше, чем ожидалось. Речь шла не о драме или конфликте, а о связи, невидимых нитях, которые объединяют артистов, компанию и аудиторию. Напоминание о том, что за каждой публичной фигурой скрывается частная жизнь, тихо и мирно разворачивающаяся, независимо от того, наблюдает за ней мир или нет. По мере того, как эта глава мягко завершается, она оставляет после себя чувство спокойствия, а не завершения. Ответы не требовались, и их не было дано. И все же история кажется завершенной. По-своему, она определяется не заявлениями или заголовками, а общим пониманием того, что иногда самые значимые моменты –
Это те, которым позволено пройти без перерыва. Иногда самые важные послания остаются невысказанными. В мире, полном заголовков. Этот момент выбрал молчание, и каким-то образом он сказал все.